Всем привет! Вы на канале Psy-Energy Life, и недавно мы столкнулись с интересной темой, которая будоражит каждого третьего человека на планете. Что же это за тема? Да очень простая, наверняка и вы сталкивались с людьми, которые до дикости боятся пауков. Это люди, которые уверены, что паук это зло, и если бы его не было на свете, то всем жилось бы куда лучше. Но спешим вас разочаровать, что лучше не было бы. Нельзя убрать хотя бы одно существо на планете, не сделав проблему для другого. Так вот, суть сегодняшнего видео – рассказать вам, как можно справиться с арахнофобией, то есть боязнью пауков. Первое, что казалось бы элементарно и просто, это делать уборку в квартире почаще. Да-да, вы не ослышались именно уборку. Пауки в основном находятся там, где могут поживиться. В этом им помогает их паутина, которую они плетут на протяжении всей своей жизни. В их сети попадает всякая живность, и они могут не беспокоиться о завтрашнем дне. Поэтому, если вы пройдетесь мокрым веником или же обыкновенным домашним пылесосом, соберете паутину почти со всех углов, то появление паука в вашем доме снизится минимум на 80%. Существенно, не так ли? Так вы укрепите свое психологическое здоровье, так как сможете ограничить организм от лишнего стресса. Второе. Страх – это боязнь неизведанного, поэтому самым лучшим способом в победе над ним является информация. Когда вы узнаете больше о пауках, о том, где они живут, чем и кем они питаются, как размножаются, чем опасны или не опасны для людей, тогда к вам и приходит бесстрашие. Вам главное понять, что для вас этот паук не опасен. Конечно, особенно хорошо это помогает тем людям, у которых на ближайшей территории нет джунглей или они не живут в Южной Африке. Хотя и там люди просто знают, как себя обезопасить в случае встречи с таким ужастиком. Реакция на внезапно появившегося паука в вашем поле зрения все равно останется. Конечно, как и на любой другой предмет, который вы не ожидали увидеть. Но появится осознание того, что кричать или бежать вовсе не нужно. Достаточно этого паука поймать, прибить тапком или же смыть водой в водосток. И, к слову, сам паук не охотится на человека, он всегда защищает лишь свое детище. Просто человек не всегда может вовремя обратить внимание на паучий домик и не тронуть его. Третье. Если в вашем городе есть террариум, стоит туда сходить. Там вы увидите разнообразных пауков в паутине, и зачастую на их аквариумах написано, какой представитель сидит в каждом конкретном из них. Там даже для самых бесстрашных есть возможность подержать и сфотографироваться с пауком на руках. Да, в основном предлагают это птицееду в брачный период, когда он не опасен для человека. Но он все равно такой большой, что для настоящего арахнофоба сфотографироваться с ним это что-то сверхъестественное. И вы бы меня послали в баню с таким предложением. Да и не только в баню. Четвертое. Психологи всегда рекомендуют заниматься самовнушением. Когда вы встречаетесь лицом к лицу с вашим страхом, а в данном случае с пауком, у вас должна быть заготовленная фраза, которую вы будете повторять каждый раз при повторной встрече снова и снова. Например, «Он страшный, но я его не боюсь. Он не сделает мне ничего плохого. Я больше него самого. Это ему нужно меня бояться, я ведь могу его и убить». Это не гарантирует исчезновение боязни, но поможет вам оставаться как можно более сосредоточенным на решении, что вам дальше с ним делать. Пятое. Самый радикальный способ состоит в том, чтобы взять паука на руки. Стоп, спокойно, не шумите, все хорошо. Нет, конечно, не издеваюсь, все правильно, взять его на руки, но не сразу. И нет, вы не умрете, все будет хорошо. Это всего лишь ваш страх, с которым можно справиться самостоятельно или со специалистом. Начинается подготовка к этому способу только после того, как вы выполнили все вышеперечисленное. И только потом, увидев паука на стене, не крикнуть и убежать, а взять банку и лист бумаги. Следом подойти к пауку, накрыть его банкой и очень небольшую щелочку приоткрыть, куда есть возможность просунуть тонкий лист бумаги. Никаких прямых касаний ваших пальцев или руки с пауком быть не должно. Вы касаетесь только банки и листа бумаги. Конечно, ваша голова будет говорить вам: ты сейчас коснешься паука напрямую.
Но это не так, вы будете трогать бумагу. А то, что паук находится по другую ее сторону, вам должны доказать ваши глаза. Вы носите банку с пауком и листком бумаги на балкон, открываете окно и выпускаете паучка на улицу. Когда вы его выкинете, пройдет мандраж по всему телу, и единственное, что захочется сказать – ужас, ну и мерзость. Далее вы говорите себе: я молодец, у меня получилось. Повторить такую процедуру нужно хотя бы раз в 2 недели. После 10-го паука, может раньше, у каждого по-своему, вы свой страх понизите на 50% по отношению к пауку. И это реально работает. 6. Чтобы еще больше перестать бояться, нужно встретиться напрямую с пауком в одно касание. Как это? Значит, идете вы в ванную комнату или на балкон, в углу видите паука и пальцем в него так тык. Да, знаю я, что перед вашими глазами появится картинка, где тот самый паук сейчас укусит по локоть вас, как лев с широко открытой пастью. Но нет, это всего лишь страх, который вы ранее сами себе нарисовали. Просто фантазия. Ничего не случится, вы дотронетесь до паука и отдернете палец, а паук скукожится и затрясется на своей паутине. Вы на него посмотрите и подумаете: ну и кто тут трусится, он или я? Вот именно, он трясется, а ничего особенного-то и не произошло. Было очень страшно, но и с этим я справился. 7. Взять паука на руки и пронести от ванной до балкона медленно. Ищем ванного паука, вот этого серенького с длинными лапками. Обхватываем его ладонями и накрываем. Это не кусучие пауки. Все хорошо. Делаем ему таким образом темную. Да, вы не ослышались, берем паука и медленно идем в сторону балкона. Главное не выпустить паука раньше времени. Вам может показаться, что он вас укусил или начнут труситься руки. Это нормально, так как наш мозг старается справиться с внутренним страхом. Вам захочется посмотреть, живой он или нет, поймали вы его, не поймали. Но не открывайте руки до тех пор, пока они не окажутся за балконом в открытом окне. Когда они там оказались, только теперь можете открыть руки и не забудьте струсить их. Потому как маленькое испуганное существо по руке может поползти с переляка обратно в квартиру. А это действительно зрелище не из приятных. По секрету скажу, большой страх испытывает сам паук из-за вашей встречи с ним. Потому что по сравнению с вами он такой маленький, хиленький. И вы можете его обдать кипятком, прибить тапком, веником или тетрадкой. И единственное, что и может появиться в его голове, так это только как сбежать побыстрее, пока он меня не грохнул. Жить-то еще хочется. Кто знает, может в скором времени и вы начнете ловить пауков голыми руками, улыбаясь и смеясь, что когда-то это для вас было огромной проблемой. А с вами был канал Псилайк. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока-пока.